Франция пытается превратить Армению в свой личный форпост в Закавказье. Армения и Франция объединились. Если подобная коалиция существует, то кто останется в проигрыше? Кто выиграет? Ведь такой союз априори другим быть не может. По некоторым данным, дипломаты Франции и Армении проводят интенсивные встречи в Ереване, Париже и Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, ради того, чтобы попытаться делегитимизировать заключенное 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как известно, этот документ был подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Фактически он остановил войну в регионе. Однако, одна из трех заключавших этот документ сторон, возможно, сегодня имеет другие интересы. По данным нашего источника, близкого к дипломатическому окружению, президент Франции Эммануэль Макрон и Никол Пашинян рассматривают возможность принять новый план, предлагающий пересмотр предыдущей резолюции Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Скажем честно, если эта информация подтвердится, в будущем подобный шаг может иметь серьезные последствия для всей мировой политики. Возможно, Париж, путем принятия новой резолюции Совбеза ООН, хочет создать статус-кво, где будет играть роль первой скрипки. Далее, согласно этому проекту, не исключено, что рассматривается возможность не просто введения французских войск на Южный Кавказ и их размещения вдоль армяно-азербайджанской границы, но и заход в Карабах. Нетрудно предугадать, что может случиться потом. И не захотят ли вслед за потомками наполеоновских солдат туда подтянутся другие государства ЕС? Кстати, первым идею иностранной интервенции в Армению озвучил именно Никол Пашинян, и он же, закрепляя, повторил эту мысль в ходе встречи с Мишелем 17 июля 2021 года. Следует отметить, что Шарль Мишель является протеже Макрона, так как обязан французскому президенту своей должностью в Евросоюзе. Надо отметить, что Мишель Эммануэль Макрон и Никол Пашинян представляют собой своеобразный альянс популистов. Не исключено, что таким образом Франция хочет превратить Армению в свой личный геополитический форпост в Закавказском регионе. Амбиции Франции можно понять. Судя по всему, ноябрьский итог Карабахской войны и заключенного, во многом благодаря усилиям Владимира Путина, трехстороннего соглашения, не удовлетворили претензии Эммануэля Макрона. И все, что сейчас происходит, это всего лишь попытки вернуться обратно в регион и закрепиться там. Понятно, что российская дипломатия не должна дремать. Россия, как постоянный член СБ ООН, имеет право наложения вето на любые резолюции, тем более, которые могут так или иначе затронуть ее собственные интересы. Ведь вслед за Карабахом может прийти очередь Крыма. Понятно, что в данной большой игре армянский премьер может служить лишь разменной пешкой большой политики. И мы знаем, как в итоге поступают с такими пешками главные фигуры. На эти вопросы ответили известные политологи. Гейдар Мирза, аналитик, военный корреспондент. Предпринимаются определенные действия с французской стороны, но основная суть вопроса в том, что у французов нет реальных рычагов, инструментов влияния на ситуацию на Южном Кавказе. Какое-то время они были, особенно в позднесарксяновский период, тогда у них были очень тесные связи с определенной частью политической элиты. В том числе и с нынешним президентом Арменом Саркисяном у Франции есть связи через закрытые сетевые структуры. Но в данный момент, помимо неформальных выходов на тех или иных людей через диаспору или через сетевые структуры, инструментов влияния на политику на Южном Кавказе у французов нет. Поэтому они вынуждены будут работать либо в связке с русскими, либо с американцами, что значительно ограничивает их возможности. Что касается их инструментария влияния в Азербайджане, это вообще исключено. Соответственно, чтобы добиться своих интересов, они как минимум должны будут иметь инструменты влияния на обе стороны. То есть они здесь получаются как бы сбоку припеку, пытаясь сохранить статус хотя бы участника Минской группы ОБСЕ, чтобы не уронить престиж французской дипломатии и ее присутствие в каком-то институте, который когда-то что-то, если и не решал, то пытался решить на Южном Кавказе. Что же касается бредовых идей насчет того, чтобы Парижу вести французский воинский контингент в Нагорный Карабах, любые серьезные попытки Франции в этом направлении столкнутся с таким саботажем Москвы, что мало не покажется. Так что я все эти версии не воспринимаю всерьез. То есть, возможно, для армянской публики эта тема будет как-то обыгрываться, с какими-то внутриполитическими целями, но я не думаю, что французы всерьез рассматривают идею вести сюда хотя бы 100 спецназовцев. Это бред. Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента, это оторванные от реальности журналистские рассуждения, точнее измышления.
Франция, даже с поддержкой России, не смогла провести желательную для нее и армян резолюцию в Совбезе ООН в разгар войны. Тем меньше у нее шансов провести такую резолюцию сейчас, тем более, что она будет направлена не только против Азербайджана, но и подрывать усилия России по достижению мира и принятое при ее посредничестве трехстороннее заявление. А заход Франции на Южный Кавказ через Армению и вовсе проявление безудержной фантазии. Если это действительно обсуждали Макрон и Пашинян, то им следовало бы вначале внимательно изучить географическую и политическую карту региона. Откуда и как военные силы Франции зайдут в Армению, не говоря уже о Карабахе? Как смогут обеспечивать логистику? Можно ли в здравом уме вообще рассуждать в подобной плоскости? Франция, если мягко сказать, облажалась в странах, которые в прошлом были ее колониями. Я имею в виду Центральную Африку. Париж не посмел вмешаться в конфликт в Сирии, которая тоже была ее подмандатной территорией. Все недавние обещания президента Макрона в Ливане оказались пустыми словами. Так что сможет Франция на Южном Кавказе? Кто ее сюда пустит? Так что, если во Франции остались государственные деятели и настоящие военные, то они не позволят принижать авторитет своей страны неуместными и нереалистичными инициативами. Но а если президент Макрон не последует разумным советам, то пускай не обижается за последующее унижение.